Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Расклад Таро, цыганский старинный пасьянс, события на пороге. События до конца февраля. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. И начнем мы с цыганского старинного пасьянса. Именно о событиях нам расскажут карты. И раз мы с вами проживаем в эпоху перемен, многое меняется, а вторая половина февраля, она и более того, там столько важных транзитов планетарных, которые могут так вот нас прямо вот заставить многие вещи пересмотреть. Поэтому будем рассматривать с вами значение выпавших карт с позиции позитивной психологии. В такое сложное время самое главное – быть добрее к самим себе, к собственной душе. Самого себя как будто, да, не тревожить понапрасну, не загонять в угол, да, вот милосердие к самому себе – это важно, потому что 14 февраля Сатурн в Овне и Нептун 16-го в Овне встречается окончательно из вашего знака зодиака, уже вышел и находится в знаке Овен. Вот две противоположные энергии встречаются в знаке, который обозначает или олицетворяет мужество, силу, жизненную силу, энергию. Многое будет меняться. А 17 февраля у нас еще солнечное затмение, одновременно начало Нового года по восточному китайскому календарю и одновременно первый день, который открывает как коридоров затмений, и он продлится вплоть до 3 марта. Представляете? А 28 у нас будет еще парад планет. Перейдите, прочитайте статью на моем сайте. Я не буду останавливаться подробно. Вот такое знаковое время до конца февраля. Сердце, любовь, мои дорогие, и ангел. Это поддержка. Кто-то вас поддерживает, любит. Это тот человек, который к вам относится искренне. У кого-то из вас, смотрите, ну, вот такой единомышленник или помощник, буквально, как вот открытая книга, это как казенный дом. Имеется в виду что? Прописано в этом пасьянсе, это не наш дом личный, да, это учреждение, но может быть и учреждение образования, у кого-то учеба, а у кого-то вопросы работы или инстанции, конторы, учреждения, когда мы, ну, высокопоставленные лица, может быть, руководители, может быть, это у вас важный какой-то разговор с руководителем, и тогда, мои дорогие рыбы и рыбки, тут вас услышат, тут вот человек, который вас понимает. Вот это очень важно. Счастье – это когда тебя понимают. Вот у вас какой-то может быть такой единомышленник. Даже и по работе, и по учебе, поэтому вот и правда. Смотрите, вы можете решить какую-то такую тему, которая тянется достаточно, ну, долго или, ну, не за один день явно. И это будет олицетворять и дела, может быть, и домашние, и семейные у кого-то буквально, или любовь, личная жизнь, вопросы пары. А у кого-то это может какой-то пазл сложиться, когда вы либо документ какой-то получите, или составите этот документ, или вам объяснят, как это сделать. И у вас опять же получится. Почему? Победа. Здорово. Идем дальше. У кого-то победа и гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. Тут так тоже может быть. Но при этом, смотрите, мельница, пустые разговоры. Ну, куда без них. То есть есть какие-то и продуктивные беседы, и решения такие достаточно емкие. Но есть и, видимо, то, что ни о чем мы говорим. Но, тем не менее, вот корабль. Один из символов Меркурия – перемен, но в нашем пасьянсе – исполнение желаний. Победа и исполнение желания. Ну, видимо, есть повод для радости, есть повод для того, чтобы с большим оптимизмом, мои дорогие, смотреть вперед в будущее, несмотря на перипетии тысячи неопределенностей в нашей жизни. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые значения, точнее, карт, которые находятся по горизонтали, по вертикали в крайних рядах. Вот я смотрю, пока с вами говорю, что мы тут можем еще соединить. Ну, пока я вот не вижу ничего, чтобы мы тут могли соединить. Поэтому пойдем с вами дальше. Как изменится ваша жизнь до конца февраля? Рассмотрим на картах Таро.
опять же, любые значения карт — это ведь больше психология, поэтому с позиции позитивной психологии рассмотрим, что же там дальше, и 4 направления: любовь, деньги, благополучие и ваши достижения, работа, учеба, планы ваши и так, как изменится ваша жизнь, личная жизнь смотрим. Ну и в целом взаимоотношения. Деньги, финансы, как изменится ваша жизнь. Как изменится ваша жизнь, вопросы благополучия или, точнее, это у нас будут ваши планы, важные встречи, договоренности, документы или построение карьеры. Любовь, личная жизнь. Вот на тебе. Но ведь, в принципе, перерождение, да? Но, значит, это какая-то история близится к завершению. И тут, может быть, на личную жизнь банально вопросы, которые связаны были, ну, у кого-то я допускаю, может быть, была какая-то прежняя любовь, и уже любовь, в общем-то, не любовь, может быть, долгое время, а все какие-то сложные воспоминания. Вот здесь мы избавляемся вот от этой какой-то внутренней тяжести, как возрождаемся заново, трансформация происходит. У кого-то трансформация будет говорить о том, что была ссора, а можно помириться. Или когда вы нашла коса на камень, не поняли друг друга, а здесь все равно ваши отношения проходят трансформацию. Для кого-то я не исключаю, надеюсь, все правильно понимают, что 13-й старший аркан — это не про смерть. Это вот именно Таро ознаменует то, что какой-то прежний жизненный этап заканчивается. И тут, может быть, заканчивается у кого-то одиночество, у кого-то, вследствие причин непреодолимой силы, когда вы на это не могли повлиять, но тоже, может быть, завершились отношения. Но вот это вот воспоминания, которые в вас присутствуют и не дают вам ни возможность знакомиться, либо вот этого желания не приносят. Ну, вот какая-то такая тянущаяся длительная история, она сама по себе стремится к завершению. Давайте, что из прошлого. Вот каждую позицию, прошлое и что нового, рассмотрим. Король жезлов. Может быть, завершается конкретное какое-то противостояние с человеком, который буквально рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. У кого-то из вас, правда, тут смотрите, тут и у человека что-то меняется. Вы знаете, тут сам человек как будто меняется. Вот у кого-то просто могли быть какие-то вопросы с определенной персоной, и это король жезлов. Неважно, что у нас король, это может быть и девушка, женщина. Это харизматичный лидер. Это тот человек, который, ну, в общем-то, живет по своим правилам. Он вам может, это больше такой командир, да, который говорит нам, как лучше делать, или, может быть, вдохновляет. Вот, может быть, и отношения проходят трансформацию. Но я могу допустить, что у человека в жизни тоже и проходит какая-то трансформация за счет рыцаря жезлов. У него что-то в жизни меняется. У кого-то была страстная любовь, мои дорогие. И правда, мои дорогие девочки, тут для вас будет более сильная позиция. Ну, конечно, карта дипломатии. Она будет говорить о том, что сейчас либо наступают моменты, когда нужно так без эмоций подойти к решению какого-то вопроса по части личной жизни и более так прагматично, я бы сказала. Может быть, перевести отношения на новый уровень. Мои дорогие мужчины, может быть, страстная любовь или она касается вот именно такой любви. Но есть какая-то прагматика жизни, когда все равно вот нужно вот на что-то открыть глаза, то есть, иными словами, что-то переделать, реструктурировать, организовать как-то по-новому. По сути дела, 13-й аркан, если мы говорим трансформация — это организация по-новому. Вот у вас как-то личная жизнь по-новому. Вот давайте узнаем, а что же нового? М. И сразу карта будущего. И поэтому тут вдвоем вы можете строить планы. Здесь у нас именно как бы больше эта карта олицетворяет женскую силу. Но если мы так возьмем немножко, что выпала карта короля, тут, правда, какие-то взаимоотношения. Я, конечно, допускаю, что у кого-то и была история, когда поссорились. Вот эта коса на камень нашла, и непонятно, как это разрулить. Я допускаю также, что кто-то может подустать от этих отношений. Мы все разные. Как будто они меня не вдохновляют. И вот, видимо, у каждого тут по-своему. Но тогда все равно вот этот 13-й аркан будет говорить о том, что тогда нужно рационально все равно к этому подойти.
тогда нет смысла что-то продолжать, что тебя без конца как к нулю приводит, или пусть даже это эмоциональный какой-то фон, не создает тебе радости, не создает тебе вдохновения. Ну, а для кого-то, ну, все-таки помириться можно, найти взаимопонимание, конечно, по шестерке чаш. Или, по крайней мере, выйти из одиночества, мои дорогие. Вот кто в сольном варианте вот сидел, а тут как будто это надоело, устал. Устал от того, что, ну, как-то однообразные дни. Хочется вот именно того человека, который сопереживает, который тебя понимает, который тебя чувствует, в конце концов. И здесь, если вы оставите грустные мысли даже по поводу неудавшихся прежних отношений или по поводу того, что, ну, не знаю, как мне познакомиться, да, а вот просто мы, как по тройке жезлов, мы все-таки раскрываем для себя больше вот диапазон общения, с кем-то готовы знакомиться. Ведь эта карта иногда олицетворяет, что мы можем учиться. Кто-то идет на курсы или, может быть, даже осваивает новую специальность, обретает. То есть вот где люди знакомятся. Не обязательно это, ну, какие-то увеселительные места, а тут именно к вам может прийти человек и дружба, когда вы для себя какие-то деловые горизонты либо рассматриваете, либо обучаетесь, либо просто куда-то отправляетесь на согласование какие-то, ну, почему нет, или новый коллектив. Вот это для вас во благо, так как изменится ваша жизнь. Но тут больше, знаете как, по четверке пентаклей, тут это иногда говорит карта ревности, страсти, что вот хочу быть именно с этим человеком. Поэтому если есть пара, а была, ну, какая-то там заминка, заноза, скажем так, то, конечно, договориться люди могут. А для тех, кто один или одна, ну, тут не подзастрять в одиночестве, то это правда, потому что на кону как будто может быть совсем скоро новое знакомство. Деньги– отшельник. Что-то вы тут будете философски для себя определять. Я люблю эту карту, потому что никто не мешает. Вот вам к деньгам именно философски как-то нужно отнестись. Что это? Что из прошлого? Но опять какая-то философия, интуиция, где-то карта будет говорить, ведь это знающего человека карта, ведущая, да, верховная жрица. Она также подразумевает о том, что мы о себе много и не рассказываем. Но если на деньги, то может быть какая-то заначка, мои дорогие. Вот это тоже дайте еще открою карту. Вы могли столкнуться с какой-то не очень красивой ситуацией, а выручило вас именно то, что вы эту самую подушку безопасности или заначку имеете. Но вот есть какие-то не самые веселые выводы по прежней ситуации. Именно, да, мы смотрим из прошлого. Поэтому давайте достанем, ну а что же нового идет, как изменится ваша жизнь. А тут правда что-то будет меняться. Колесо фортуны. Когда карта выпадает, это карта скорости, не теряя времени. Но и также не упусти какой-то вариант. Смотрите, тут же у вас выбора, выбор какой-то будет, это точно. У кого-то по работе, у кого-то учеба и работа, у кого-то две работы или одна работа есть, а вы уже ищете вторичный какой-то доход. Вот здесь вот что-то такое задвоенное, да, будем говорить, или как будто два варианта, два интереса. Может быть, это и какие-то выплаты, которые вы получаете все время, да, у кого-то пенсия, у кого-то стипендия, да, или какие-то государственные выплаты. Но кольчужка маловато, вы ищете дополнительный доход. И вот у вас до конца февраля что-то получится. Это точно. Но тут будет важно не упустить момент. И держать баланс, договариваться придется. То есть рассматривать разные варианты. И быть готовым к неожиданностям где-то тоже. Поэтому примите это к сведению. Но больше карта говорит, не упусти момент. Значит, тот, кто ищет работу, философски, да, подойти к вопросу какому-то нужно. Себя не обесточить, поэтому, может быть, и просчитать что-то математически. Но любой вариант рассматривайте. Причем, может быть, выкладываете это потом в какой-то тезис-план, на бумаге математический какой-то расчет составляете, сравниваете разные варианты. Но то, что они будут на деньги, это факт. Причем по этой карте это вы случайно можете получить какое-то предложение. Может быть, даже или какая-то эта мысль может вас посетить.
тогда продолжите эту мысль, найдите дополнительную информацию. А если вам кто-то что-то подсказывает, вы тоже так вот как будто не открещиваться, не отметать это, потому что нет, я вот это не хочу, а я хочу что-то другое. Вот возможности к нам как раз и приходят каким-то чаще всего непонятным путем. Рассматривайте все, работу найти можно. Но к компромиссу, видимо, быть готовому тоже стоит. Ваше благополучие. Выбор. Выбор, и иногда это карта иллюзий. А что из прошлого? Где-то вы сами. У кого-то, может быть, была буквально работа либо на дому, у кого-то вопросы семьи. Но я тут вижу, что семья тут буквально или дом ваш. Это как место вашей безопасности. Ну ладно. То есть у вас на что опереться, вот скажем так. А что же нового? Ух ты, как все серьезно. Правда, страстная любовь. У кого-то по части благополучия съехаться или разъехаться, да, то есть с родителями или наоборот без, если взрослые дети, потому что, ну, понятно, нужно строить свою жизнь. Для кого-то решить финансовый вопрос, но сил всегда у вас как будто хватит по 15-му аркану. Ваше благополучие. Я должна сказать, вот смотрите, опять два старших аркана. У кого-то выбор будет так, что правда тезис-план или какой-то математический подсчет вам явно не повредит. Почему? Ведь это всегда карта зависимости. Поэтому благополучие может, 15-й аркан будет еще и говорить о финансовой ситуации. Вы зависите от кого-то. Или кто-то зависит от вас. Может быть, и вы кому-то помогаете, вот теперь нужно делать выбор, потому что, ну, как-то опять же маловато кольчушка. Или сэкономил, уже 2 раза заработал. Какая-то конфигурация у вас отчасти, как и по финансам, и она где-то перекликается с личной жизнью. Личная жизнь тогда это наши планы, потому что рядом-то ведь карта звезда. Это вы как направление выбираете лет на 10-20, что-то более далекое. И причем тут нужно совместить и возвышенное, и земное. Вот как раз земное это у нас Сатурн в Овне, а Нептун это у нас возвышенное. Ну, вам вот буквально возвышенное выпало и земное. И вот это соединение для вас, может быть, и будет каким-то сложным выбором, но от этого зависит ваше благополучие. Но вам в этом как шанс фортуны выпадает. Ну, вот тут несколько точек, как будто или путей, направлений сойдутся. Да точно, смотрите мир. Ну вот любую ситуацию, какую ни возьмите, хоть в личной жизни, хоть в финансах, то даже мы еще не открыли с вами достижения, работа или учеба. Карта мир. Это завершение каких-то неурядиц, перипетий, каких-то сложных моментов, но это старший аркан. У вас много старших арканов, мои дорогие рыбы и рыбки. На вас влияет внешняя ситуация, на вас влияет даже та ситуация, которая случилась у людей, может быть, близких людей, или тех, кого вы знаете, кого вы любите, или в целом это какая-то общемировая обстановка. Я такое тоже не исключаю, потому что кто-то работает в интернет, закрыты не только границы, не работающие какие-то системы, сервисы и так далее, да? Ну, вот тут тоже это есть. Но самое главное, что выход есть. Понимаете? И вот этот выход, вам как будто фортуна будет подсвечивать то направление, куда вам следует идти, где как будто ваше счастье. Поэтому не откажитесь. Давайте откроем карту на ваши достижения. Но сложный выбор где-то продолжается, касается, может быть, именно работы. Кто-то ищет работу, а кто-то пытается соединить возвышенное и земное, как это все вместе, да? А я вам скажу, это вот то, что, чем вы занимаетесь, вам должно, конечно, нравиться. Но если бы нам все то, что нравилось, да, одновременно приносило бы еще и доход и служило бы таким двигателем прогресса, тогда бы не было вообще проблем. Ну, поэтому и, видимо, Соломонову какое-то решение или выбор все-таки вам придется делать, да? Потому что эта карта, я ее часто называю выход из лабиринта. И очень символично. Вот когда, как лабиринт, вот эта долгая лестница какая-то закрученная, витиеватая, вот у вас у кого-то могла быть такая путаница, что из прошлого. Еще одна лестница, но уже ровная, да? Вот смотрите, карта Иерофант. Опять же старший аркан. Это то, что мы делаем, ну, вообще-то по судьбе или те ситуации, события, которые мы не случайно в них оказались.
Мы не случайно с определенными людьми встретились или у нас случился какой-то контакт с этим человеком. Для вас, в принципе, иерофант– это учитель и ученик одновременно. Как иерофант где-то готов учиться, но это еще и специалист, который дарит знания. Для кого-то из вас это уже есть как будто от чего-то оттолкнуться, мои дорогие. Есть уже действительно как ваши знания, ваши умения, или какой-то ваш ресурс, которым вы располагаете, или вы в чем-то профессионал. И вот от этого вам как будто траекторию наверх и надо построить. И мы не пытаемся вот по этой лестнице как будто взлететь, да, одним таким прыжком запрыгнуть на самую вершину. Нет, мы ступенчато. Сначала мы преодолели одну ступень, отдышались, осмотрелись, потом идем дальше. Но по этой карте это также традиции, законы, порядок, мои дорогие, дисциплина. Все это проходит. Поэтому мы не идем против каких-то правил, постулатов, мы не идем против буквально руководителей, да, мы никому ничего не доказываем, тогда у нас возможностей будет больше. У вас где-то может сложиться и такая, правда, конфигурация, когда от вашей дипломатии, эмпатии, а вы великие эмпаты, вы для себя сделаете что-то очень полезное, которое будет означать вот этот путь наверх, причем долгие годы. Что нового? Вот эта карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. Наша девушка сидела вот возле вот этой чаши, да, как очага, искусственного огня. Но она встала и пошла к натуральному светилу, к солнцу. Вот у вас дорога к солнцу. Но она не скажет, что простая, потому что выбор какой-то придется делать. Но наступает время вот этого выбора. Как знаете, какое-то время X. Как изменится ваша жизнь. Вам это будет нравиться. Вот я говорила, тут вам что-то должно нравиться, что-то вас должно вдохновлять. И это основная, наверное, подсказка на любые достижения или на любые конфигурации, будь то в личной жизни, вопросы дома. Отталкивайтесь не от того, чтобы вот вокруг, да, вот какое-то было общее единение души. Это тоже немаловажно, да. Я имею в виду гармоничную обстановку, да. Но так ведь часто бывает, и для вас это не последний пункт. Когда вы для кого-то можете сделать хорошо, вот внимание, это ваш как кармическая задача до конца 2026 года. И себе-то наступить на горло собственной песни. Но вот этому не время, это факт. И поэтому употребите вашу эмпатию, умение договариваться, вот это дружелюбие, умение воспринимать людей непредвзято, а вот такими, какие они есть. Для вас это вот, знаете, та отправная точка или это ваш помощник вашей души, когда вы для себя можете построить очень долгую перспективную траекторию, как и по работе, как и по учебе. Пусть это будет дополнительный заработок или начинается как дополнительный, а потом это для вас может быть что-то основное и то, что буквально вас приведет к известности, популярности. Не наступайте своей мечте, мои дорогие рыбы и рыбки. Но, правда, вот как будто на горло. Потому что для вас это будет иметь большое значение. Вас что-то должно и кто-то должен вдохновлять. Тогда жизнь играет разными красками. Тогда и сил мы чувствуем больше. Тогда и благополучие совершенно в новом ключе. Новое качество жизни мы это называем. И вот, похоже, у вас до конца февраля какой-то важный выбор в этом контексте, и вы должны сделать для самих себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне добрые душевные комментарии, помогаете мне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.